Всем доброго вечера. Мне сегодня скинули ролик новоиспеченных Магуев. Этот ролик у меня вызвал смех. Но, с одной стороны, я благодарна таким невежественным людям, ниже среднего ума, с примитивными своими высказываниями и умозаключениями, потому что такие люди, они как бы дают возможность лишний раз освежить в памяти истинные вещи и показать правду на самом деле. Этот ролик я, наверное, назову «Искушение, миф и реальность». Что на самом деле есть искушение. Многим кажется, что искушение, вообще понятие искушения к нам пришло из религии, из христианства. Ну, позже и ислам присоединился. Это не совсем так. То понимание искушения, которое мы знаем, да, это пришло с христианства. Но изначально, издревле, понятие искушения существовало. Но немного в другом формате, потому что, например, в понятии религии грех, что в переводе означает цель или неоправданная цель, и так переводится грех. В языческое время понятие грех не существовало. Был закон. Нарушаешь закон, получаешь, значит, наказание. Следуешь закону, получаешь поощрение. Грех, он вгоняет в такую яму самоедства, самобичевания. Грех – это комплекс неполноценности, это ощущение, что мы все виноваты за что-то. Если ты любишь, это грех. То есть мы не должны получать удовольствие от жизни вообще, ибо это грех. Когда религии пришли на землю, изначально христианская религия, она очень приглянулась правящим династиям и приняли, потому как это религия очень выгодная для правящих слоев населения. Нужно терпеть. Царь – это помазанник Божий. Против царя говорить ничего нельзя. Протестовать нельзя. Ничего. То есть ни о чем лишнем мечтать нельзя. Нужно жить на земле. Как я говорю, обещая рай на небе, превратили нашу жизнь ад на земле. Вот так получилось. И именно поэтому приняли, что вот это, знаете, возможность вгонять человека в комплекс неполноценности и в вечное ощущение вечной виновности за все, что он сделал и не сделал в этом мире, это очень удобно. Как абьюзеры действуют. Они сначала вгоняют в комплексы, сначала внушают жертве, что он виноват во всем, что это он дурак, не понимает, что это он довел его. Вот как многие женщины говорят: я сама виновата, это он меня избил, потому что я его довела. Не трогайте моего Петю, это я виновата. Я неправильно себя веду, он не виноват и так далее. И вот это стокгольмский синдром, когда жертва начинает любить своего палача и хвалить, и защищать, и прочее. И вот очень легко управлять таким закомплексованным человеком, который во всем и всегда виноват. И вот в обиход входит вот это понятие грех. Но искушение. И вторая форма контроля – искушение. Хочешь богато жить, тебя дьявол искушает, чтобы ты богато жил. И приводится миллион примеров о том, как богатые люди не войдут
в Царстве Божие вообще богатство – это очень плохо. Но люди, которые об этом говорят, проповедуют, они сами очень богато живут и не гнушаются богатством. Они наслаждаются. Это говорит о том, что люди, которые учат этому, сами этому не следуют. Именно поэтому они не подвержены вот этим всем нищебродским, скажем, доктринам, что живите плохо, живите бедно. Отсюда, собственно, и есть ненависть к богатым, желание всех раскулачить. Богатые пусть платят, известные пусть травят, потерпит, куда он денется. Он же не смог выдержать искушение богатством. Он же поддался этому искушению. Ну, значит, пускай страдает. Понимаете? Это некий такой лимит на подлость, что можно желать плохого, можно ненавидеть, можно обнулить, можно закидать дерьмом человека, который стремится к чему-то лучшему, большему, прекрасному. Потому как настоящий человек не должен ни к чему стремиться. Он должен просто покорно выполнять, здесь мучиться, а потом идти там и брынчать на этих арфах бесконечно, благословляя и благодаря всемилостивого, любящего Боженьку. Вот так должен жить человек, по идее. Но люди же так не живут и не хотят. Ибо человеку присуща и любовь к богатству, и к роскоши. И это прекрасно, потому что если человек ни к чему бы не стремился за свою историю, он бы просто застрял в этом нищебродском состоянии, сидел бы в пещерах, шил бы себе из шкур зверей, которых он бы добывал, шил бы себе там какие-нибудь одежды и прочее. Именно стремление жить лучше двигает цивилизацию вперед. Итак, грех. Греховность и, скажем, запреты и греховность, они постепенно начали переходить в другие русла. Индульгенция, если мы помним, да, Западная Церковь, она предлагала, то есть прощение грехов. Это сначала нужно было вогнать человека во грехи, в понимание греха, что он греховен, а потом каждый грех имел какую-то определенную плату. Вот за убийство человека столько-то золота надо было отдать церкви, отдать какие-то там земли, поместья и так далее, и тогда получал человек прощение. За прелюбодеяние другое и прочее. То есть определенное наказание нужно было откупиться деньгами и получить вот эту вот индульгенцию, все прощения. Сейчас тоже есть индульгенция. Во все времена, когда начинаются войны, индульгенция является служение Отечеству, служение там, хотя служение это долг человека, но оно, в принципе, индульгенция. Люди такого рода становятся, можно сказать, неприкасаемые долгое время. Правда, пока идет война. Их защищают и законами, и деньгами, и всячески, даже если они там натворили каких-то бед, им это прощается, ибо они воюют, они идут туда, то есть рискуют свою жизнью, и вот это очень большая плата за содеянное, это прощается. Тоже, можно сказать, какого-то рода индульгенция. Теперь. И второе понятие – искушение. Искушение было испокон веков, это понятие существовало до христианства и ислама, но сейчас, после прихода религии на землю, это, конечно, эту роль искусителя взял на себя дьявол. Дьявол, которому глубоко наплевать на человечество, что мы о нем думаем и вообще. Ему это совсем незачем. И если вы откроете мою лекцию, например, да, плата болью, Гаввах, откройте и послушайте внимательно, поймете, кому нужна вот именно вот эта боль от человека и что дает энергия боли. Время от времени богам войны нужно пополнить свою армию. А тот, который воюет, кто воин, он уходит, как правило, к богам войны. У каждой культуры есть определенный мир, куда уходит душа воина. Воин, который защищает свое отечество,
он изначально считается благословленным, потому как он спасает род, много родов, жизней, детей, которых он спасает своей кровью, своей жизнью. Эти дети родят своих детей и так далее. И вот сколько его поколение этого ребенка будет там жить, испокон веков, там век за веком и так далее, даже когда он уйдет с этого мира, его дети, внуки, правнуки останутся, но благодаря кому они были живы, благословение будет уходить к роду, то есть в родовое древо того солдата, который его спас. Если у него нет никого, есть и такие люди. Он был одинок. В любом случае это благословение будет уходить к его душе. Отсюда и языческая традиция зажигать свечу, значит, греть огнем, силой огня, дать пропитание душам, энергии, естественно, пропитание душам тех, кто воевал, кто погиб. Вот вечный огонь – это с древних времен, вот эта вот благодарность. Это не только огонь памяти, это энергия огня, которая питает те души, которым он предназначен. Вот либо написаны имена, например, воинов, которые погибли, да, вот, скажем, Мамаев Курган, тот же самый, Мать Родина, что еще? В других регионах, есть вечный огонь везде. Что такое вечный огонь? Вот написаны имена людей, которые в честь кого этот огонь там, например, защитники определенного города. Их души имеют право забирать оттуда энергию огня себе как энергию, как силу. Мы их пропитываем. Значит, полк бессмертных, вообще 9 мая, определенные дни памяти, празднование Победы и прочее, потому что празднование Победы – это все-таки день памяти больше. Памяти, воспоминаний, где-то скорби о ушедших, о павших и так далее. Но мы вот в этот день, такая масса людей, идем туда, идем на могилу неизвестного солдата, идем там к братским могилам, идем к памятникам, к вечному огню и прочее. Мы отдаем определенную энергию этим душам, которые для нас сделали, отдали свою жизнь. И вот это и есть, такая какая-то мизерная плата и благодарность за то, что они сделали. Это сила цветов живых, это сила огня, это наша энергия, которую мы отдаем. Мы всегда приходим из таких праздников, мероприятий, выжатые, уставшие. У нас забирается эта энергия в плату за то, что они сделали. Это я очень подробно объясняю в своей лекции. Память – это сила. Откройте, послушайте. Далее. Идем к искушению. Значит, что такое искушение? Поскольку человек, который почитает Бога, верующий и так далее, он должен, по сути, отказаться от всех земных благ, ибо только это дает душе как бы прозрение, зрелость, силу и прочее. На самом деле душе зрелость и прозрение дает возраст и опыт. Когда человек уже и шубу себе купил, и дом купил, и за руль сел, и постельные все утехи прошел, и одевался, и друзья были, которые были да сплыли в какие-то трудные времена, и хорошее, и плохое, и все такое, его душа устает. И у него в какой-то момент жизни начинает появляться, как правило, уже средний возраст, начинает проявляться совершенно иные ценности. Он начинает любить природу, животных, он начинает думать о душе, он начинает понимать, что он не вечен в этом мире, потому что до этого у него в голове нету, что есть жизнь, смерть, окончание. Он еще молод, гуляет, радуется, безбашенный, без каких-то там, скажем, страхов внутренних и так далее. Вот он погулял, оделся, обулся, там, купил все, что ему хотелось. И в какой-то момент это все перестает его радовать. Он понимает, что это все, конечно, хорошо и замечательно, но многие говорят, что вот, например, богатые люди, которые все теряют, разоряются, все, у них жизнь закончена, они не хотят жить. Я вас уверяю, что это не так. Наоборот, многие из них считают, что это бремя с них сняли.
И они начинают жить новой жизнью, идут, покупают какой-нибудь домик в селе и радуются, и просто счастливы. Многие богатые люди оставляют свою богатую жизнь, отдают родственникам или детям, отдают и сами перебираются куда-нибудь в село. Кто-то крутит у виска и говорит, что, мол, мне вот такие деньги, да чтобы я вот так вот все бросил, так никогда... Они никогда не поймут, потому что у них таких денег не было. Они не знают, что это такое. А богатому человеку надоедают и рестораны, и развлечения, и вещи, и это. Уже человек, который дорожил этим всем, легко и просто отдает. Отдает племяннику, отдает сыну, пусть наслаждаются не молодые, пусть видят жизнь, пусть радуются. Ведь мы почему оплакиваем уход молодых людей? Не потому, что они ушли, не только потому. Потому что мы понимаем, что мы все уйдем. Ну, рано или поздно мы все уйдем. Смерть, она для нас, а мы для смерти. Никуда не денемся. Мы оплакиваем, говоря о том, что не успели пожить. Они не увидели ничего, не насладились, не порадовались, не оделись, не обулись, не любили, не было у них страсти, детей не родили. Понимаете, мы скорбим потому, что они не успели пожить. Мы-то увидели уже все, а они не успели. Вот поэтому жалко становится их, что они свою земную жизнь, те этапы, которые должны были пройти, не прошли, как положено. Вот о чем речь. И поэтому время показывает, и не раз, что насыщенность и иные ценности в жизни приходят не из-за того, что человек себя всего лишает, а наоборот, когда человек стремится, создает, наслаждается и перенасыщается. Все, у него появляются другие ценности. Он должен этот этап пройти. Все маньяки и всякие там люди не очень хорошие, как правило, когда копаются в их биографии, оказывается, что родители были очень религиозные или состояли в каких-то сектах. Там была строгость, там было абсолютно лишение всего, спартанские условия. И у них, у этих детей внутренняя озлобленность. И ни о какой высокой душе и высоких планках речи быть не может, когда мы физиологические создания. Изначально у нас есть душа, но есть физиология. Если человек голоден, ты сколько хочешь сиди и рассказывай ему о высоких материях. Он должен этот голод утаить. Когда ребенок видит, что у его одноклассников есть какие-то игрушки, какие-то там гаджеты и прочее, прочее, ты этому ребенку говоришь, что вот они попадут в ад какой-то мнимый, выдуманный, а ты будешь в раю. А что я буду делать в раю? В раю ты будешь сидеть с ангелами и воспевать Господа. И думаю, боже мой, какое скукотище. То есть я и здесь буду мучиться, и там буду сидеть просто, брынчать на этих арфах и что-то там петь. И вся моя жизнь в этом и состоит, все существование. Да, потому что мы родились для того, чтобы хвалить его, хвалить. Но он же не закомплексованный, ему это не нужно. Если человеку 45 лет, например, не нужно абсолютно чье-то хвалебное слово, то Бог, которому миллионы лет, он даже не миллионы, миллиарды лет, он бесконечен. Начала и конца его не видно. Этому Богу тем более, он же... Мы по себе судим, что если бы у нас была такая власть великая, мы бы хотели, чтобы каждый день нас хвалили, восхваляли и кланялись. Может быть. И то не самые, скажем так, удачливые и духовно развитые люди вот этого хотят. А Бог, который совершенен и который создал человечество, как он будет хотеть, зачем ему это нужно? Это все равно как поклонение муравьев нам. Муравьи нас любят или нет, нам как-то вот параллельно, правда ведь? Вот так вот этому вечному Богу это не надо. Но то, что ему приписал человек, это всего лишь его видение, его страсти. Он приписал Богу все свои, скажем, низменные, все свои примитивные чувства и желания. Итак, когда наступает у человека насыщенность, скажем, переоценивание ценностей, новый взгляд, планка души с возрастом. Когда человек насыщается всем, когда этот юношеский максимализм, я знаю, я умнее всех, я все понимаю, это все уступает
тому, что сказал один из мудрых людей: я знаю, что я ничего не знаю. Я могу это сказать сейчас с полной уверенностью. Я знаю, что я ни черта не знаю. И это правда. И потому что все, что я знаю, это очень маленькая капля в океане. Я еще столько всего не знаю и никогда не узнаю, к сожалению. Моей жизни не хватит на это. Это все происходит не в один момент, не по щелчку пальца, и не по приказу, и не по желанию, и не по озарению откуда-то. Это приходит постепенно, с возрастом. Так вот, для того, чтобы душа стала более просвещенной, поднялась на высокую планку, нужно пройти этой душе определенную жизнь. И даже это не факт, потому что с возрастом многие так и не умнеют на самом деле. Это не факт. Но кроме возраста еще есть опыт. И если душа пришла в этот мир, уже будучи, скажем, высокой и достойной, сильной душой, то с возрастом и с опытом жизненным он начинает проявлять себя с самых лучших сторон. Он становится мудрее, сильнее, спокойнее относится ко всему. Какая-то злоба, ненависть на врагов превращается в, скажем, безразличие, где-то снисходительность, жалость даже к ним. Потому что мы понимаем, что жизнь в любом случае каждого ставит по местам. И что человек, который в Инстаграме или в Фейсбуке показывает себя самой счастливой и веселой, мы на это все смотрим, объятия, поцелуйчики. Когда нам 20 лет, мы думаем: ничего себе, какая счастливая, молодец. Когда нам 30 лет, мы думаем: ну, может, и счастливая, но не до такой степени. Когда нам 40 и 45, мы думаем: да хватит уже выпендриваться, а то мы не знаем, что означает в нашем мире жить с мужчиной. Это старший сын и взрослый ребенок. Все, точка, нихер. Что ты показываешь свое счастье? Вот так мы думаем. И мы всегда попадаем в точку. Так вот, друзья мои. И вот искушение, о котором мы говорим, искушение останавливается не запретом, не запугиванием, а жизненным опытом. Воспитанием где-то, но многие люди сами себя воспитывают, моральными нормами, еще тем, насколько человек сам себя способен одергивать. Как сказал Александр Македонский, человек, который победил себя, победил весь мир, свои пороки. И вот когда мне отправили это примитивное видео, это детский сад «Бусяшка», о том, что дьявол искушает людей, причем это говорят люди, которые себя ведьмами называют. Я не могу. Вот эти все поповские сказки. Хорошо, что есть дьявол. И вот если бы его не было, на кого бы мы свалили все свои греховные потребности? Помните, да? Черт меня запутал. Ну вот как запутал, так и распутывайся. Вот все можно свалить на него. Это такой замечательный, удобный персонаж. Просто чуть что, сразу он запутал, это он виноват. Во всех там культурах то идут камнями и закидывают его, то проклинают, а ему на самом деле настолько по одному месту вообще мы и наши искушения, наша примитивная страсть, мы никак не можем понять, что для таких космических сил просто мы никто, и звать нас никак. И кроме нас, у них есть огромное количество иной аудитории, если хотите, зрителей и почитателей. Кто это? Мы не одни во Вселенной. И есть огромное количество цивилизаций, которые так далеки от нас, что мы за миллион жизней до них не доберемся, ибо галактика огромна. И эти иные цивилизации время от времени дают о себе знать. Иногда намеренно дают о себе знать, может быть, нарушая какие-то запреты и табу, чтобы мы знали, что есть у нас братья по разуму где-то там, и они более развитые, чем мы, раз они до нас добираются, а мы до них нет. Итак, значит, и вот данные вот это новоиспеченные Магуйка приводит пример нам всем. Мол, если
Например, ты хочешь купить сумку, вот это тоже искушение. Вот если ты там хочешь какую-то сумку купить, ты преодолеваешь это искушение. Вот, ну, в общем, я не поняла от этой билиберды ни черта. Когда ты хочешь купить сумку, это не искушение, это желание. Это внутренние сомнения. Нужна ли мне еще одна сумка? Или, может быть, я деньги сэкономлю? А может, я не потрачу сейчас? Или потрачу, куплю, буду носить? Или слишком дорого? Оно того не стоит, но мне нравится. Может, я куплю все-таки? Это размышление, это сомнение, это не искушение. Искушение – это то, что может принести другим вред, и тебе в том числе. Вот это и есть искушение. И, как правило, искушение бывает отрицательное. Сумка, которую ты купишь, никому ничего не сделает. Ты купи, хочешь не покупай. Никто об этом не узнает, никому это не интересно. Даже если кто-то увидит эту сумку, никто не подумает, что ты поддалась искушению, купила. Потому что никто не знает, эта сумка у тебя 10 лет назад была или сейчас появилась. Никому не надо от этого, никому вреда от этого не бывает. И добра в том числе. Ваши нейтральные от других желания не могут называться искушениями. Искушение – это когда тебе нравится муж твоей подруги, а ты в себе находишь силы одергивать себя. Тем более, если, например, вдруг от него идет какой-то, ну, такое же согласие и интерес к тебе. И если ты влюбляешься в него, это большой соблазн и искушение. И если ты такое сделаешь, ты причинишь боль своей подруге. Ты причинишь боль себе, потому что некоторые люди могут отвернуться. Ты причинишь боль ребенку, если там ребенок есть. И в итоге, если с этим человеком у вас не сложится, вы разойдетесь, ты причинишь боль ему. И вот эта боль, этот вот круг боли, он даст определенную энергию, силу, отрицательную, конечно. Вот тот самый гавах, дань болью, который заберут злые силы. Почему злые силы искушают человека? Чтобы он кололся, чтобы он пил, чтобы он агрессировал, чтобы он изменял, чтобы он на кого-то поднял руку и пошел в тюрьму. Потому что если он пойдет в тюрьму, будет страдать он, будут страдать родственники того, кого он убил, будет страдать мать его. Вот этот круг страданий много лет будет питать эти злые силы. Они приходят и внушают человеку мысли, которые противоречат его внутреннему миру. И если он не преобладает над ними, значит, он показал, что его планка души очень низкая. А если смог перешагнуть, он сильный. Раз уж вам нравятся христианские примеры, приведу вам один пример. Апостол Павел сказал: грех сидит возле твоих ворот и ждет тебя, но ты можешь его одолеть. Ключевое слово «ты можешь». Это значит, в человеке есть все ресурсы, чтобы он преодолел. И вот эти слова сердцу не прикажешь. Вот окажитесь на моем месте, чтобы понять. Вы не знаете, каково это и так далее. Это просто прикрытие. Это очень жалкое самооправдание твоего греховного, грязного, злого поступка, который ты собираешься совершить. Лежат деньги. Человек по глупости своей пересчитал эти деньги, положил на стол, пошел забирать кофе, который ему дали. Ну, сказали: заберите свой кофе. А деньги лежат, не подумав ни о чем. Видимо, сам не способен на это. Он думает, никто не способен. Взял, пошел за кофе. У тебя искушение. Ты можешь незаметно взять эти деньги и уйти. Если ты этого не делаешь только потому, что там камеры есть, и ты боишься сесть в тюрьму, значит, ты это искушение не прошел. А если ты внутри знаешь, что ты это не сделаешь, потому что это не твое, ты на них не претендуешь, и даже если кто-то мимо пройдет, захочет взять эти деньги, и ты скажешь: эй,
руки убери, я отсюда смотрю. И там камеры есть. Это сейчас человек вернется. А потом человеку говоришь, не оставляйте никогда деньги. Вы знаете, что их могут легко забрать. Ты человек, ты преодолел этот грех. Я вам расскажу одну историю реальную. В начале 19 века в Чечне жил старик. Кажется, его звали Али, насколько я помню. Ну, человек преклонного возраста, богатый человек. Он сосватал своего сына, то есть своему сыну девушку. Те, естественно, согласились, назначили день свадьбы. И перед свадьбой его сын был убит. Когда разобрались, в чем дело, кто это сделал, оказалось, что это убил молодой человек, который очень любил эту девушку, а девушка его. А родители, зная об этом, в любом случае насильно выдавали замуж эту девушку за его сына. Он очень сильно скорбел по поводу того, что надо было раньше сказать, что эта девочка должна была прийти к нему, сказать хотя бы тайком, и он бы помог ей, и он бы никогда насильно не женил своего сына, зная, что эта женщина, девушка влюблена в другого, и что молодые люди любят друг друга давно. Если бы он знал эту историю, он бы этого не допустил. Но народ собрался и повели этого парня на казнь. Тогда Али встал и сказал, что он никому не позволит казнить этого парня, что он его прощает, и он настоял на том, чтобы их поженили вместо своего сына и этой девушки. И вот все эти приготовления свадьбы потрачено было на то, чтобы женить этих молодых людей. И народ прозвал его Али, который сломал хребет шайтану. Так ему про него сказали. Он настоял, чтобы они жили рядом с ним, чтобы он их все время видел, покровительствовал, чтобы не позволил никому навредить этой молодой семье. Каждый ли из вас мог бы простить такое? Я думаю, нет. Я бы не смогла. Но человек нашел в себе силы простить. Он понял, почему это произошло. Он понял, что это вина старших. Не его сына, но вина старших. Они подтолкнули этих молодых на такое преступление. Он преодолел искушение. У него было искушение повесить его на площади села, отомстить за сына. Но он понял, что он сделает больно всем вокруг. Он даст этим злым силам еще новую порцию боли. Вот этой дани, боли, гавах. Он преодолел искушение и желание отомстить. Вопреки своим чувствам, своей боли внутри. Ну, почему? Потому что там тоже считают, что это шайтан всех искушает. Поэтому шайтану и сломали хребет. Считается, что не сделали, как он хотел. Не добился он своей цели. На самом деле речь совершенно об ином. Но он преодолел искушение. Вот искушение. Во время войны попадаются в плен те, кто причинил боль. Те, кто навредил твоей семье. У тебя есть возможность расквитаться с ними. И это будет справедливо. У тебя есть искушение им отомстить. Они сейчас в твоих руках, они слабые. И их жизнь зависит от тебя, от твоего решения и желания. Что ты сделаешь? Либо отомстишь и казнишь их, либо нет. Скажешь, вот как народ решит, так пусть и будет. Что бы ты ни сказал, это твой выбор и твое право. Но есть искушение это сделать, а ты преодолел. Ты показал, что в отличие от него ты человек. Ты на безоружного и на того, кто отдался на твою милость, руку не поднимаешь. Правда? Значит,
планка твоей души поднялась. В этой жизни часто бывает искушение. Эти искушения, как правило, могут принести нам моральное удовлетворение, материальное удовлетворение, все что угодно. Если человек поддается этому искушению, именно искушению, не то, что желание или необходимость сейчас вот так надо поступить, нет. Искушение, то есть то, что ты можешь не делать, ты можешь без этого обойтись, но ты идешь на поводу своих желаний и чувств и делаешь это. Захотелось там, увидел красивого мужчину. Захотелось отдаться этому человеку, испытать страсть. Ты поддалась этому искушению. Может быть, никто не узнал, никакой боли ни у кого не случилось, но у тебя будет опустошение. Ты себя почувствуешь не очень хорошо. Очень много женщин, практически каждая вторая взрослая уже женщина, когда-нибудь поддалась искушению и провела ночь с малознакомым мужчиной. И после этого чувствовала себя отвратительно. Очень долго. Не могла себе простить, ненавидела себя. Но это дало результат, опыт. В следующий раз она себе этого не позволит. Почему? Потому что она прекрасно понимает, что от такой случайной связи не бывает ни радости на душе, ничего. Пустота и чувство стыда. Планка ее души в следующий раз поднимется. Так вот, каждый раз поддавайся искушению в том плане, что можно это обойти, но не хочется обходить, планка души занижается. Жизнь – это как лестница. И только человек выбирает, ему вниз спускаться или наверх. Или застрять и там сидеть и ждать чего-то. Так вот, искушение – это когда силы зла давят на твои слабости. Это когда ты хочешь делать то, что не очень законно и не очень хорошо. И с моральной точки зрения, может быть, с точки зрения закона государства и прочее, запретное, нехорошо, плохо закончится. Какое-то искушение может принести боль тебе, и ты будешь этой болью питать эти злые силы. Какое-то искушение может принести боль другим. Большое искушение – богатый человек, выйти за него замуж, не любя, но со временем понимаешь, что тебе больно находиться с ним, ему больно с тобой, потому что ты его не любишь. И человеку, который искренне его любил, тоже больно. И детям больно видеть нелюбовь в семье и много другое. Заканчивается это печально. Вот эти вот бабулечки аферистические наши, которых полно стало. Большое искушение взять 30 миллионов, продать квартиру посреди города. Это так, среднюю цену. Потом пойти написать заявление о том, что развели мошенники, якобы бездоказательно, без ничего. Потом вернуть все обратно, сделку. Потом знать, что ты пойдешь, сделаешь банкротство, не заплатишь этому человеку ни копейки, и семья останется на улице. Но у тебя 30 миллионов и квартира при тебе. Очень большое страшное искушение. И многие просто семьей сидят, и вот так, например, есть или единственное жилье, или не единственное. Одна бабка вообще 3 раза так продала свою квартиру. И 3 раза выиграла суд. Омерзительно, нет справедливости. Но и искушение у человека. И искушение для тех, кто вокруг. Они причиняют боль людям, оставляют их на улице, питают злую силу этой энергией боли. Но когда-нибудь, когда эта бабка будет живем гнить, и никто не будет подходить, она будет этой болью питать опять же злые силы. Искушение, когда тебя намеренно подталкивает сила зла для того, чтобы ты нарушил моральные, этические или государственные законы, вследствие чего ты получаешь
боль. Может сразу, может потом, как наказание. Получают боль люди, которые рядом с тобой. Этой болью питается злая сила. И тем самым открывает дорогу для твоего наказания в том числе. Потому что если ты что-то нарушаешь и переступаешь закон, ты получаешь наказание. Пусть от государства, пусть от людей, от общества, от силы Вселенной. Ты получаешь наказание, потому что ты переступил закон и запрет. То есть тебя намеренно толкают на преступление против себя, против других. Это и есть искушение. Но искушают человека только по тем критериям, которые ему не чужды. Понимаете? Если ты любишь мороженое, но ты боишься, что ты получишь ангину, но ты идешь, ешь мороженое, это не искушение. Это сомнение. Надо, не надо. Да ладно, хрен с ним, ничего страшного. Я же дома все равно пойду поем. Ты не смогла устоять перед своими желаниями. Это совсем другое. И искушает именно, давит на те точки, которые для тебя не безразличны. Если ты страстный человек, то искушают тем, что приходит такая же страстная натура, но эта натура не принадлежит тебе. Он чужой муж. И ты не можешь так делать. Ты не имеешь права поддаться своим желаниям, как подают своему желанию, там, тещи, например, ложатся под зятьев, еще что-нибудь. Они тоже говорят, ну, вот так получилось, вот в этот момент я влюбилась, не знаю, чувства мои и так далее. Понимаете, тебя не будут искушать в том направлении, которое тебе не интересно. Вот тебя искушают тем, что, например, вот, не знаю, большие деньги тебе просто предлагают. А ты сама неплохо зарабатываешь. Ты думаешь, на черта я буду рисковать? Не хочу. Но есть искушение, думаешь, один раз и деньги, ну, можно было, конечно. Но нет, не хочу. Не хочу переступать грань, не хочу портить жизнь себе, людям, родным, мало ли что со мной будет. Не соглашаюсь. Но хотелось бы, но не переступила. Значит, ты сильный человек, значит, твоя планка души уже поднялась. Значит, твоя душа стала зрелой, когда ты можешь отказывать себе в чем-либо. А у нас сейчас культура учит вовсю. Люби себя, ни в чем не отказывай, захотел — сделай, захотел иди там напейся, захотела — иди спи с кем хочешь. Вот это и есть искушение. Искушать по всем фронтам, искушать человека и вгонять его в эту грязь, в этот порок. Я надеюсь, что теперь все поняли, что такое искушение. И искушают нас силы зла. Никакой дьявол, никакие какие-то демонические силы, им это не интересно. Они с этого ничего не имеют. У них нет в этом выгоды и заинтересованности. Есть выгода злой силы, есть злая сила. Есть темная сила, есть злая сила. Темная сила делится условно для человека на хороших, добрых и плохих. А злая сила – это злая сила. Она приходит из воронки зла, она начинает забирать боль людей, она отправляет своих посланников в этот мир и определенное время помогает им собирать гавах и прочее. Я говорю об этом в моей лекции «Чертихи», гавах, дань болью. Ну и многие можете найти мои работы и послушать внимательно. И там все сказано. Желаю всем удачи, а всяким примитивным, необразованным товарищам желаю не позориться. Не лезьте своим примитивным мозгом туда, куда не надо. И как сказал уважаемый профессор Преображенский,
ты в присутствии двух людей с университетским образованием даешь советы космического масштаба и космической же глупости. Всем удачи!